Друзья, меня зовут Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». А мы продолжаем подготовку к Новому году. И скажите, ну какое новогоднее мероприятие для наших маленьких принцесс может обойтись без новогодних снежинок? Поэтому вот и мы сегодня в нашем данном видеоуроке сделаем новогодние снежинки, очень легкие, воздушные, в бело-золотых красках. Посмотрите внимательно на эти заколочки. Работа требует времени, внимательности, аккуратности, но если вы будете четко следовать инструкциям, которые я вам даю в своих видеоуроках, у вас все получится, я верю. А ваша маленькая принцесса будет в восторге просто от таких прекрасных заколочек. Заколка в диаметре примерно 9,5 сантиметров. Они очень легкие, воздушные. Этот цветочек можно посадить и на брошку, сделать на ободок, даже сделать своей дочке, сестренке в подарок волшебную палочку. Вот с такой прекрасной вершинкой. Итак, друзья, оставайтесь, пожалуйста, со мной, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки, и давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня мы сделаем с вами воздушную, нежную новогоднюю снежинку из лент в бело-золотой цветовой гамме. Снежинка будет у нас в технике канзаши. Составлять эту снежинку будем из 3 видов лепесточков, из разных лент. Значит, вот такой лепесток, остренький лепесточек, можно сделать из белой органзы шириной 2,5 сантиметра, либо просто белой, либо вот как у меня такая красивая отделочная лента с золотой люрексовой нитью и атласным краешком одним. Для того, чтобы сделать такой лепесточек, нам нужно взять отрезок длиной 9,5 сантиметров. Вот далее вот такой вот лепесточек. Для этого мы берем ленту атласную с золотистыми краями шириной 2,5 сантиметра, и длина нашего отрезочка для такого лепесточка 4 сантиметра. И далее самый такой многосоставный лепесточек, который мы будем изготавливать из 2 ленточек узких. Вот такой вот. Такая лента 12 мм шириной, тоже с золотистыми краями, и парчевая тонкая ленточка шириной 6 мм. Каждого вида лепесточков нам понадобится по 6 штук. Также для декора снежинки нам понадобятся вот такие вот капельки из золотого сутажного шнура. Этот элемент можно использовать, а можно обойтись и без него. Потом зажим для волос, либо это может быть резиночка. Зажим у меня 4,5 сантиметра длиной, шириной 1 сантиметр, и немного репсовой ленты для того, чтобы оклеить этот зажим. Далее 2 фетровых кружочка. Диаметр моего кружочка 2,8, ну можно и 3 сантиметра взять, это несущественно. Итак, приступим к изготовлению нашей снежинки. А сначала сделаем самый узкий и самый красивый двухцветный лепесточек для нашей снежинки. Для этого мы совмещаем 2 ленточки 12 мм и 6 мм и приплавляем одну ленту к другой. Длина наших отрезков 4 сантиметра. Так мы вот таким образом закрепили. Получилась у нас такая вот красивая двухцветная ленточка. Теперь мы ее складываем вдоль пополам с одного края
Аккуратненько срезаем небольшой уголок и скрепляем зажигалкой. Скрепили, с другой же стороны мы просто складываем наоборот лепесточек и тоже скрепляем огнем зажигалки. Вот такой острый лепесточек у нас получился. Покажу еще раз. Берем отрезок ленты 12 миллиметров, прикладываем к ней золотовую парчевую ленточку 6 миллиметров, приплавляем зажигалкой с двух сторон. Складываем вдоль пополам, отрезаем наискосок уголок, склеиваем при помощи зажигалки. Теперь складываем еще раз пополам, но в другую сторону. И склеивая при помощи огня зажигалки. Вот они, 6 лепесточков готовы. Лепесток номер 2. Итак, отрезок атласной ленты с золотыми краями, шириной 2,5 см и длиной 4 см. Делаем вот такой вот остренький лепесточек. Для этого мы скругляем нашу ленточку с одного краешка, плавляем зажигалкой. Далее складываем ее пополам. Зажимаем посерединке и фиксируем огнем зажигалки, чтобы получился у нас такой остроконечный лепесток. Здесь же мы делаем в серединке вот такую складочку. Если нужно подровнять, срезаем лишнее и приплавляем зажигалкой. Покажу еще раз. Скругляем ножницами, делаем полукруглый лепесточек. Закрепляем зажигалкой, складываем повдоль. Делаем такой остренький краешек с одной стороны и затем делаем складку посерединке и формируем лепесток. Шесть лепесточков. Таких нам тоже понадобится для нашей снежинки. Такие лепесточки. Так, ну и последний лепесток. Прозрачная белая органза, либо как у меня с такой красивой отделкой, длиной 9,5 сантиметров, шириной, соответственно, 2,5 сантиметра. Складываем пополам, делаем обычный
острый лепесточек канзаши. Срезаем таким образом и сплавляем зажигалкой. Когда мы сплавили уже наш лепесток, нам нужно вывернуть его на другую сторону. Делаем аккуратненько, чтобы не порвать нежную органзу. Вот что должно у нас получиться. Вот такой лепесточек. Итак, тоже 6 лепесточков. Ну и последний элемент, это вот такой вот золотистый сутажный шнур, из которых я вот сделала такие капельки, которые будут украшать нашу снежинку. Так, нам нужно отмерить такого шнура 7,5 сантиметров. И прихватить немного горячим клеем, делая капельку. Можно в нашей снежинке обойтись и вовсе без этого элемента, если у вас нету золотистого сутажа. Можно украсить снежинку чем-то еще. Главное, чтобы капельки были у нас примерно одинаковый рисунок имели. Так, ну вот, все у нас для снежинки готово. Теперь приступаем к самому интересному, ответственному моменту. Мы будем складывать наш рисунок из разных лепесточков. Итак, сначала мы должны наклеить по кругу 6 вот таких вот лепесточков. Для симметрии я клею их вот таким образом, чтобы снежинка была у нас ровная. Вот такой шестилистник у нас готов. Это только начало нашей снежинки. Дальше нам предстоит вот эти лепесточки поместить между основными лепестками. Никуда не торопимся. Вклеиваем наши лепесточки.
Итак, второй вид лепесточков мы тоже наклеили. Теперь вот таким вот образом мы вклеиваем золотые капельки прямо между лепесточками. Мне кажется, что такие золотые капельки придают нашей снежинке такую особую воздушность. Можно обойтись без этого элемента, можно придумать что-то свое. Ну вот, друзья, самая кропотливая часть нашей работы завершена. А теперь для придания нашей снежинки такой еще большей легкости и воздушности мы используем ленту органзу. И подклеивать мы будем снизу этот наш кружок между основными лепестками. Расклеим самый кончик кружочка, чтобы острые кончики у нас как можно больше выдавались из нашей снежинки. Вот мы будем их так сейчас аккуратненько, тоже не торопясь, подклеивать. Наносим буквально каплю клея. Симметрично с двухцветными лепесточками подклеиваем нашу органзу. Вот такая вот у нас объемная воздушная снежинка получилась. А теперь сделаем серединку. Для серединки вы можете использовать какие-то стразы, пайетку красивую. Но так как это снежинка, у меня вот теперь есть вот такой прекрасный дырокол в форме снежинки. Также у меня был белый глиттерный фоамиран, такой вот блестящий. Поэтому в серединку я буду помещать вот такую вот красивую серебристую белую снежинку. Серединка у нас на месте. Теперь я подклею изнанку еще одним белым фетровым кружочком и займусь подготовкой зажима, чтобы приклеить нашу заколку. Эта заколка на ваш выбор может быть либо на зажиме для волос, либо на резиночке, на ободке. Можно сделать ее брошкой и украсить новогоднее платье вашей маленькой принцессы. Такая снежинка одинаково красиво будет смотреться абсолютно везде. По весу она очень легкая. Диаметр такой снежинки где-то примерно 10 сантиметров. Вот для того, чтобы обклеить зажим, я взяла ленту репсовую 12 миллиметров, но она немного более широкая, поэтому я подрежу немного эту ленту,
потому что ширина нашего зажима 1 сантиметр. И мы немного плавим этот срез. Вот такие вот снежинки, друзья, у нас получились.